Всем привет, с вами Дэн. Как видите, здесь такая классическая коробочка ЗЧЗ, водолазные часы, Златоустовский часовой завод. Наверное, один из самых самобытных не только в России, но и во всем мире. Открываем. Давайте посмотрим, что у нас там внутри. Здесь паспорт. 195 ЧСМ. Ну, значит, комплект поставки, да, часы с ремнем. Конкретный номер у каждой модели. И здесь нечто особенное, мы не будем читать бумажку. Мы сейчас с вами будем уже разбираться по факту, потому что вот это, конечно, я бы вам сказал, вот это эксклюзив и редкость, да. Это часы Агат 295 Макуме 46 миллиметров. Слушайте, хороши, да, выглядит просто потрясающе. Здесь, знаете, что-то такое на стыке, я бы сказал, некой такой тематики для нажиманов, для любителей истории, мечей, ну и, конечно же, для любителей водолазных часов. Кстати, у меня есть в коллекции Златоусты. Классная моделька, такая прям в самом-самом классическом исполнении. Ну, а как я вам сказал, сегодня как раз-таки эксклюзив. И часы сделаны в уникальной японской технологии Макуме Ганы. Мо древесная, Куме текстура, Ганы металл. В общем, металл для Макуме используется тоже непростой. Да, сталь с высоким содержанием углерода, бронзы, латуни и меди. И поэтому, поскольку у всех этих металлов абсолютно разная температура плавления и ковки, то и получается вот такая, с одной стороны, трудность в исполнении, а с другой стороны, здесь как раз-таки самое приятное, это то, что очень красивый, такой прям нереальный рисунок на циферблате, и все эти циферблаты и корпусы получаются уникальные. И к тому же в этой модели здесь и циферблат, и корпус, и безель, и заводная головка, точнее колпачок заводной головки в этой технологии, поэтому здесь прям такая максимальная гармония, и даже в этом плане некое такое соединение российских, еще даже советских водолазных часов и уже японской техники. Слушайте, это прям необычно. Вообще у Златоуста часы Агат, да, довольно-таки большая уже палитра именно эксклюзивных вариантов. Есть и, понятно, классика, есть эксклюзив и очень много всяких разных вкусняшек, я бы сказал. Но сегодня, наверное, одна из таких самых-самых моделей, которые очень интересно было вам как раз получить для обзора, показать, потому что, реально это уникально. То есть это редкость не только в России, это редкость, в принципе, везде. Давайте, наверное, пару слов все-таки скажу о том, что Златоустовский часовой завод еще с осени 1941 года идет его история, когда московский первый государственный часовой завод имени Кирова был эвакуирован в тыл, как раз таки в город Златоуст. И я думаю, все знаете, да, что часы Златоуста как раз таки известны по своим, в основном известны по водолазным часам, хотя завод многую разную номенклатуру производит. В общем, водолазные часы — это такая визитная карточка, и тем более визитная карточка для нас, для часовых фанатов. Эти водолазные часы были разработаны по спецзаказу ВМФ СССР. Большой корпус, характерный защитный колпак для заводной головки, а сейчас завод уже под маркой Агат производит как, собственно, вот эти самые легендарные модели в разных размерах, так и разнообразные эксклюзивы. Сегодняшняя наша модель по меркам Златоуста размер здесь очень даже скромный. Давайте посмотрим, кстати, потому что в этих часах это одно из самых важных. Так, значит, у нас здесь получается 46 миллиметров, да, 46 миллиметров. Высота 16,5. Но здесь стекло, кстати, немножко утоплено. По ремешку 24, или сколько у нас здесь? 24. И от ушка до ушка здесь просто нереальный размер будет. 64. Но, тем не менее, да, несмотря на все эти размеры, в принципе, эти часы на мое запястье 18,5, садятся прям по максимуму, я бы сказал. Понятно, что такие часы это либо, если вы фанат
крупных размеров, либо у вас крупные мощные руки, занимаетесь там какими-то серьезными занятиями, либо это как раз-таки экипировка водолаза, когда поверх водолазного костюма это можно надевать, да, такие размеры. Ну, либо, в принципе, под определенный стиль. Мое запястье среднее, и эти часы здесь прям, ну, такой оверсайз. Но в принципе, почему бы и нет? По какому-то поводу, по какому-то случаю, под определенное настроение, под определенное место и под определенную одежду. Да, модель супер крупная, но посмотрите, заводная головка, кстати, можно выбрать заводную головку справа или слева, а по классике как раз-таки она находится справа на Златоусте. И я считаю, что для такого защитного колпачка это как раз-таки идеальное, лучшее решение. Ну, не зря так придумали еще в советское время, потому что здесь вам ничего не мешается. Да, у вас крупные часы, а заводная головка нигде не мешает. И посадка достаточно удобная, ремешок прям вот внизу, да, ушки сильно загибаются вниз, ремешок крепится, ну, прям таки на нижней грани задней крышки. И как раз это удобно именно вот для цели того, чтобы носить эти часы с водолазным костюмом. Поэтому посадка здесь удобна. Если вы себе допускаете такой размер, то сидеть они будут как раз таки удобно. Что значит у нас по другим характеристикам? Ну, понятно, корпус, циферблат, колпачок, здесь Мокуме материал, да, есть люминофор. И очень даже таки сильно светит в темноте. Стекло сапфировое толщиной 3,3 мм. Водозащита 750 метров или 75 атмосфер. И это не игрушечные, это настоящие ядреные 750 метров. Производство России, ручная сборка. Как уже говорил, можно выбрать заводную либо с одной, либо с другой стороны. Ну, понятно, что таких часов не так и много производится, из-за того, все-таки, что это достаточно сложные и эксклюзивные модели. Цена ритейл, по крайней мере, на момент записи ролика 218 тысяч рублей. Внутри стоит механизм «Восток» 2415 с автоподзаводом, но который традиционно дорабатывают для ЗЧЗ. Там много разных изменений, ну, например, отличается секундная стрелка, все остальное там, понятное дело, уже скрыто под задней крышкой, потому что специфичные требования для глубоководных водолазных часов. Ну, давайте еще такое вот прозаичное все-таки посмотрим по весу. Вес здесь, сами понимаете, не маленький. Вес здесь 161 грамм, с учетом того, что у нас здесь все-таки ремешок. Ну и самое время проговорить про сами часы. Как видите, конструкция здесь монокок, то есть задняя крышка не отвинчивается. У нас единая часть — это весь корпус, сверху у нас есть рант. И, собственно, если нужно обслужить механизм, нужно отвинтить рант, вытащить циферблат и дальше уже обслуживать корпус. Это не просто так сделано, потому что еще в советское время, да, в специальной барокамере проверяли давление в 70 атмосфер, что соответствует погружению на глубину 700 метров, и часы после этого должны были идти максимально точно, потому что часы все-таки создавались для работы именно под водой, да, не для каких-то там развлечений. Все было предназначено именно для того, чтобы они там работали. Сейчас, кстати, специалисты в ГУП прибор используют специальную водяную барокамеру, куда опускают часы, нагнетают необходимое давление для того, чтобы, опять же, тестировать часы на эту самую глубину и давление. Ну и как раз вот такая характерная структура корпуса, потому что деталей здесь минимум, это и позволяет достичь вот такого минимального воздействия на механизм, потому что наш, во-первых, монокок в принципе производится из более толстого слоя металла, да, ну либо стали, либо вот конкретно как здесь сплава, цельный корпус, да, стекло сапфировое усиленное. Кстати, это стекло Златоуст закупает на предприятии, которое поставляет сапфировые стекла для глубоководных аппаратов российского ВМФ. Ну и оригинальные уплотнители, например, да, которые изготавливаются из спецматериалов. Всего этого нет на обычных часах. И здесь, конечно, в этом плане часы от Златоуста, они вот действительно уникальные и необычные. Но здесь мы даже видим, да, посмотрите, у нас идет рант, потом идет прокладка, насколько я понимаю, да, стекло и внутренняя часть ранта такая стальная.
Объемный высокий корпус и высокая такая защита для стекла, кстати, миллиметра на 2 здесь, да, рант возвышается. Ну и дальше у нас уже идут стрелки, вот эта необычная текстура циферблата, метки, люминофор, классические вот эти винты, которые крепят циферблат, и классические, опять же, культовые, я бы даже сказал, стрелки. Понятное дело, что если вы хотите, здесь эксклюзив, да, здесь необычные материалы, если вам нужна действительно вот водолазные часы с шикарной читаемостью, базовая модель, здесь, понятно, читаемость принесена в жертву узору и красоте, вот по классике читаемость будет, ну, естественно, намного-намного лучше. Но здесь главная фишка, конечно, это материал. То есть, с одной стороны, мы получаем модель, которая сделана по всем канонам классики, с другой стороны, мы получаем еще вот супер необычный корпус для часов, который необычен, как я уже говорю, ну, вообще для всего мира. Ну, узор, конечно, супер. Вот смотришь на эти ушки, на этот корпус, выглядит просто бомба. И задние части, да, тоже, то есть корпус-то он весь такой, да, и здесь мы видим как раз-таки вот эти слои. Круто. Хорош. Ой, хорош. Колпачок. Ну вот, собственно, здесь у нас, опять же, мы видим элементы защиты заводной головки, конструкцию необычную. Ну и таким образом, если что, подводим, настраиваем время. Мягкий ремешок, пухлый, толстый, который хорошо подходит к этому массивному корпусу, с хорошей прострочкой. Опять же, понятное дело, что если в них будете погружаться, нужно будет поставить уже что-то каучуковое. Но в базе здесь идет красивый коричневый ремень, который хорошо сочетается с этим корпусом. Кстати говоря, важный момент, который, я думаю, многие будут задавать, где производят часы Златоуст, да? Где производят, например, вот эти эксклюзивные корпуса. Ну, смотрите, да, что говорит сам завод. Кованые корпусы и циферблаты производятся по технологии завода. Завод сам разработал и передал эту технологию ковки корпусов кузнице, которые делают ее по техническому заказу. Для вот таких вот эксклюзивных корпусов и эксклюзивных циферблатов. Ну и до этого, кстати говоря, в Златоусте не было такой ковки металла, а Златоуст, когда начал уже пробовать новые материалы, титановый дамаск, да, титаново-циркониевый дамаск, мукаме ганы, в общем, эти все технологии уже появились в Златоусте. Поэтому сами они металл не куют, потому что завод занимается именно вот разработкой таких технологий, да, а все-таки ковка это немножко другой профиль. Но если говорить конкретно про стальные модели, то стальные модели делает завод сам. Потому что на заводе есть разнообразный ряд станков ЧПУ, есть инструментальная база, которая позволяет делать корпусы, оснастки, ключи для механизма, комплектующие. То есть не считая кованых корпусов и циферблатов, все прочие корпусы, циферблаты, стрелки завод производит сам. Циферблаты штампуют на ЗЧЗ тоже, там же наносят краску, да, там же наносят люминофор, художники наносят в цехах ЗЧЗ. Ну, а механизмы ЗЧЗ покупает у завода «Восток». Поэтому здесь как раз-таки очень интересная ситуация. У нас в России как-то так больше сложилось, что обычно производят механизм, а все остальное покупают в Поднебесной, да, потом собирают сами, либо сразу же в Поднебесной тоже собирают. А на Златоусте немножко наоборот. Механизм покупает, но при этом механизм российский, а делают все сами, либо вот аутсорсят, опять же, в Златоусте только какие-то уникальные корпусы, на которые нужно действительно в кузницах ковать. И в этом плане как раз-таки Златоуст подлинно российские часы. Вот это круто. И, наверное, одна из самых интересных мануфактур, да, если мы немножко за скобками оставим механизм «Восток», наверное, одна из самых интересных действительно мануфактур, которая производит часы вот с необычными корпусами, в том числе, да, по и технологии, и те самые культовые модели, которые производятся уже многие десятки лет. И, кстати, очень хорошо они известны во всем мире, и известные некоторые товарищи эти часы носят. Ну, а теперь мне хочется посмотреть на этот циферблат в макро.
И мне хочется посмотреть на этот корпус. Слушайте, ну бомбический, бомбический. Потому что вы, я думаю, знаете, да, если кто следит за ситуацией, сколько стоят ножи, например, да, по такой технологии. А здесь гораздо сложнее сделать корпус для часов, ну, в моем представлении. И исходя из этого, я хочу сказать, что, ну, в принципе, опять же, сложность, уникальность, да, часы дорогие, но это эксклюзив. Вы вполне можете взять более доступную модель от Agat, да, но здесь мы платим за вот то, чего, ну, нет практически ни у кого. Ну, что хочу сказать по итогам. Конечно же, самобытные, конечно же, максимально брутальные часы, которые полностью произведены в России, а это на самом деле очень большая редкость даже для нынешней часовой индустрии российской. Это, конечно, потрясающий, действительно, эксклюзив. Безусловно, модель абсолютно не для всех. Достаточно для узкого сегмента покупателей, которые любят необычное, которые любят уникальное, которые любят вот именно сплавы металлов, которые любят историю в том числе. Но я думаю, что, безусловно, за свои деньги это те часы, которые вы не купите больше ни у кого, ну, наверное, в мире. Поэтому это круто. И здорово, что Златоуст развивается, что они придумывают какие-то новые сочетания, новые материалы, которые можно использовать в часах, и делают это реально. Это круто. В общем, надеюсь вам показать, может быть, еще какие-то модели Златоуста. Напишите в комментариях, какие. А на этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.